Здравствуйте! Перед вами радиостанция CB диапазона производства завода Белвар. Эта радиостанция была сделана в далеком 1994 году. Диапазон CB был разрешен у нас только в 1988 году, и тогда многие стали пытаться выпускать радиостанции для этого диапазона. Данная радиостанция одноканальная, диапазона 27,2 МГц. Были варианты и на другие частоты. Она похожа на радиостанции типа Урал-Р, Ласпи-Р тех же годов выпуска, но с небольшими отличиями. Собрана полностью на отечественной элементарной базе. Последний из магикан, так сказать. Вот так она выглядит внутри. Применен микромощный операционный усилитель, что позволило снизить потребление питания. А также стандартная микросхема 174 UR3. В качестве микрофона и динамика применяется динамическая головка 0.5 GDSH2 на 50 Ом. В ней используются дефицитные как тогда, так и сейчас источники батареи типа А332 или LR10. Эти батареи были дефицитными, так как применялись только в военной аппаратуре в основном, а сейчас на них просто нет спроса. Поэтому тоже их в продаже практически нет. С обратной стороны печатная плата закрыта экраном, чтобы рука оператора не влияла на работу радиостанции. В отличие от схемы Урал и Ласпи, в этой радиостанции применен двузатворный полевой транзистор в УВЧ и организована регулировка усиления. Шумоподавителя в ней нету. Используется антенна интересной конструкции. То есть часть антенны спиральная, а часть штырь. В рабочем режиме штырь достается. Вот так она выглядит изнутри антенна. И внизу возле разъема конденсатор подстройки. Вот так она в выдвинутом состоянии. Как видите, здесь есть отдельная регулировка чувствительности и отдельная регулировка громкости. Как я говорил, шумоподавителя в ней нет. И есть индикатор настройки антенны. При настройке в резонанс он светится при работе на передачу. Выключатель находится сзади, утоплен внутрь корпуса. Используется 6 элементов питания. Суммарное напряжение 9 вольт. Радиостанции абсолютно новые. Вот так они в собранном виде выглядят. Брутально. В комплекте шла инструкция и провод противовеса. Инструкция полная. А также вот такая упаковка еще
Еще советский картон. Дата продажи 28 декабря. А это ее цена 269 892 белорусских рубля по курсу того года. В долларах по курсу 1994 года это $25. В инструкции есть полная схема. Которую вы сейчас видите на экране. А также полное описание, из чего она сделана, как она сделана, описание всех элементов настройки, описание, как она работает покаскадно, а также как правильно проводить радиосвязь. Что нужно делать для лучшей радиосвязи, где выбирать место и так далее. То есть полноценная инструкция. Так как эти радиостанции не были в эксплуатации, они просто хранились, то даже бумага не пожелтела за столько времени. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев. Гарантийный срок хранения 2,5 года с даты изготовления. А сейчас послушаем, как она звучит. Источника, потому что батарейки по размеру R10 практически не найти.